Вот так подходим к автомату, как нормальные алкаши. Всем привет, кто первый раз оказался на моем канале, меня зовут Владимир, и это уже 6-й фильм о нашем автопробеге по шенгенской зоне и заключительный именно по Бельгии. Являясь любителем хорошего пива, везде стараюсь посетить пивоварни, зайти в интересные места, связанные с этим пенным напитком, естественно, попутно показывая достопримечательности, также рассказывая много полезной информации про города и страны. Садитесь поудобнее, и мы начинаем. Циферка 10, это скажи купленное пиво, я так понял, это плюс, да? Вот так подходим к автомату, как нормальные алкаши. Смотри, смотри, деньги набегают. Набегают деньги. А сколько повыбрасывало с этого барахла? Да. А вот это он бутылку не принял, видимо. Какая-то, наверное, определилась в другом магазине. Нет, и мы с этого. Ну что, сюда? Да. А, на кассе получается? Въехали в Антверпен. Пытаемся найти птичий рынок, чтобы поесть утрицу. Про эту площадь, где разбивается рынок со свежими морепродуктами и вином, я вычитал в интернете. Мы ее нашли, и только через 15 минут расспросов у местных жителей поняли, что он организуется только по выходным. А мы приехали в четверг. Город большой, и искать уличный паркинг на окраине и идти оттуда пешком не было времени. В центре, сколько мы ни крутились, я их просто не видел. И нам ничего не оставалось, как припарковаться на подземной парковке на Зеленой площади Гроенмаркт с соответствующим ценником за час. В средние века здесь находилось кладбище, принадлежащее собору Пресвятой Богородицы. В центре площади установлен памятник самому известному жителю Антверпена, художнику Рубенсу. На строении подпортили реставрационные работы на главном соборе Антверпенской Девы Марии, покровительницы города. Храм является крупнейшим на территории Бельгии. Мы не стали заходить за 6 евро внутрь, пошли гулять дальше. А добил настроение бумажный фасад ратуши и закрытый полностью строительными лесами замок Стен, который покажу вам позже. В центре Гроенмаркт находится фонтан, украшенный статуей воина Сильвиуса Браво, племянника великого Юлия Цезаря. Конструкция фонтана интересна тем, что у него нет чаши, куда стекала бы вода. Вместо этого она просачивается между камнями, поступая в замкнутый контур. Он изображен бросающим в шельду отрубленной рукой великана Дрюона Антигона, который грабил и разрушал корабли, требуя 50% пошлину. Если великан не получал плату, он безжалостно отрубал кисть морякам. Отсюда произошло название города – Антверпен, что означает «брошенная рука». В тяжелом поединке великан был побежден, и с ним Браво поступил так же, как он поступал с несчастными моряками, отрубил его огромную правую руку. Вон, видишь, башенка, которую тоже ремонтируют. Все в лесах, поэтому надо уезжать отсюда. Ничего показать не сможем. Мы пришли на площадь имени фламандского писателя XIX века Хендрика Консианса. А вот одна из 5 главных церквей Антверпена – церковь святого Карла Ромео. Фасад церкви был спроектирован по примеру церкви Эль-Джезу в Риме. За главной картиной в алтаре находится старинный механизм, который может менять полотна в зависимости от службы. Картину спускают вниз с помощью специального крана, а на ее место поднимают новые.
Потолок церкви был расписан Рубенсом, целых 39 его работ, но все это сгорело во время грандиозного пожара 1718 года. Если идет уточка, значит идет съемка. Вот смотрите, лицо уточкой, значит видео идет. Или фотография. Ну как и есть, собственно. Пожалуйста. Это город не одного дня, а тем более уж половины, как сделали мы. Катя вообще не хотела сюда ехать, но я не мог пропустить его, строя свой маршрут. Я вас уверяю, здесь есть что посмотреть, не торопясь. Поэтому мы сюда обязательно вернемся. К примеру, мы не перебрались на левый берег реки Шельда, делящей Антверпен на две части, по подводному туннелю Святой Анны, который был построен в 1930-х годах. Не прогулялись по проспекту Когля-Сосилья с вереницей домов, потрясающим разнообразием архитектурных стилей. Пропустили биржу и портовый дом. Главный вокзал, который в 2009 году входил в пятерку красивейших ЖД-вокзалов в мире. Рядом с вокзалом Бриллиантовая улица. Ведь Антверпен – мировая столица огранка алмазов. А вот и моя слабость. Пивоварни. Пивоварня. Handmade. Крафтовое пиво. De Königs. История Brewery de König началась в 1827 году, когда Йозеф Хенрикус де König купил здание постоялого двора на границе Антверпена и Берхема, которое было превращено в пивоварню в 1833 году. Согласно летописям, рядом с этим двором находился большой камень с изображением поднятой вверх ладони, говоривший приезжим торговцам: «Стой, уплати пошлину». Поэтому на заре своей деятельности пивоварня называлась Brewery de Hand – пивоварня руки. Но в начале прошлого века название сменили уже на привычное всемирно известное De König, а поднятая вверх рука стала логотипом. Сейчас компанию купила компания Duel. В 2015 году на базе пивоварни решили открыть музей. Экскурсия стоит 12 евро, в него входит 2 пива на выбор из 3 ныне выпускаемых. Музей полностью автоматизирован. Я зашел в интернет и посмотрел на экспозицию и понял, что сюда надо вернуться. Кроме пивоварни, тут расположена еще и сывоварня Van Tricht, одна из лучших в Бельгии, а также производство мясных деликатесов и шоколада. Кстати, стекло, в которое подается флагманское пиво De König, называется Болек. При заказе в барах достаточно назвать его имя. Мы купили König 5,2 и купили трипл. Данный 8 оборотов. Ехали, не можем. 124, да, у него? Лошади терпит. Нет. Вот мы приехали в Гент, наша комната. У Леонардо художника. У него специфические такие всякие вещи янтарные. Принципиально не нужен телевизор. Сказал, не будет его. Занимайтесь любовью, сказал, да. И вон наша машинка в дворе. 15 евро в сутки. Это, а так 25. Леонардо принадлежит весь подъезд дома из 3 этажей с отдельным входом, 4 комнатами и общей кухней. На первом этаже живет он. У него даже можно взять лодку, каноэ. Наверное, можно было бы выбрать что-то подешевле ближе к вокзалу, но он находится около 2 километров от центра. Но такая экономия нам показалась необоснованной. Во-первых, парковки в Генте, как и сами гостиницы, очень дорогие. Во-вторых, не находишься туда-обратно, а привязываться к трамваю, который всем хорош, кроме заоблачной цены в 3 евро на одну поездку, не улыбалась. В общем, то, что выбрала Катя, было идеально.
Димочка, а ты в курсе, что наше путешествие подходит к концу? Отвратительно все. Хотелось продлить бы, да? Ну, что делать? Можно? Бельгия от А до Я подходит название? Да можно понять. Нюансы. Некрасивые виды. Красивые виды. Средневековый Гент – это настоящий город рынков. Одни названия площадей чего стоят. Овощной рынок, зерновой, цыплячий, масляный, льняной. Даже название центральной площади переводится как пятничный рынок. В принципе, в Генте полно достопримечательностей за пределами центра. Все-таки долгое время это был второй город в Европе по площади и населению после Парижа. Так что красоты разбросаны по довольно большой площади. Сюда надо приезжать, конечно, дня на 2 полных, не меньше. Парковка в Генте. Человек поставил такой паркомат с 11:30, нигде нет парковок. Думал, что бесплатно. Время 5 часов вечера. 80 евро. You could see yourself just sitting there on my chair. I'm staring at you, you don't even notice. Should have told you straight away. You don't have to be afraid anymore. I know you haven't noticed. В самом центре города, на набережной реки, расположено одно из топовых заведений в рейтинге Rate Beer. Цены чуть выше среднего, но за расположение на самом берегу реки с отличным видом можно эти самые цены и простить. Вот она, Грют. А Бревери Грют? А, вот так вот. Five сосок. Five сосок. Five это по-английски, а сосок это по-русски. 5 сосков. А, вот так вот. Ага. Нет, это АМ разговаривает по-английски. Ну, как он будет? Ивлеева тоже что-то начинал. Да. Ну я хоть сюда попал. Вот, единственная пивоварня. Пивоварня Грут. Берется 0,75. Вот сюда так чик.
Бутылочка готова. 5 сортов пива Грюта. Поехали. Грют назван не просто так. Они действительно варят грют. То есть пиво до хмелевой эпохи, времен, когда в качестве приправ вместо хмеля использовались разнообразные травяные сборы. В предыдущем выпуске, посвященном брюге, я рассказывал об особняке лордов Грютхюз, которым принадлежала монополия на эти приправы. Всего пивоварня сейчас выпускает 5 сортов. За 12 евро я взял дегустационный сет. Нам сделали 3 в разлив и 2 вида из бутылок. Самое крепкое – Грют Инферно, 9 оборотов. Чувствуется сено и немного приправ. Но самое вкусное – это Брюн, 8 оборотов. Очень фруктовый, с приправами, куркума или что-то подобное. Talk to me good, yeah, talk to me nice. I've been going all day, working all night. Talk to me good, yeah, talk to me nice. I've been going all day, working all night. I be out of my mind most days, I don't know which way to go. Yeah, I'll be there for you when you were all alone. I'll be there for you, 'cause I know that I'll be there for you when you were all alone. Oh, I'll be there. Yeah, I'll be there. Oh, I'll be there for you. Столько было просрано времени, чтобы увидеть вот эти две башни. Я понимаю, я здесь была бы на неделю. Здесь заканчивается этот канал. Вот этот магазин в Генте обязательно к посещению. За мной. Говорят, это просто нечто. До 18, Кис, ты опоздал, говорю, опоздал бы на секунду. Я тебе сказала, до 18. Вот он раздолье. Ну, Готовьте насколько свои я- деньги. Это самый большой магазин в Генте. Да, я думаю, что не только в Генте. Выбор вина и пива. Боже, что тут только нет. Сколько. Чувствуете холодочек? Подарочные комплекты. Стаканы продаются любые. Под любой сорт пива. Под любой. Пиво. Подарочные наборы для любителей. Но вот этот вот набор, например, из 14 бутылок стоит всего 31. Первая цена. Одна бутылка, вторая цена. 3 бутылки. И за 6. Пивной магазин, который просто обязательно к посещению в Генте, или ради этого магазина вообще имеет смысл ехать в Гент. Это не магазин, это какой-то амбар с бесконечным пивом. Первые 10 минут я бродил между стеллажами и ящиками, а выражение «охренеть» и «не может быть» относилось не только к выбору, но и к ценам. Есть также импорт, Америка, Голландия. В общем, теперь по приезду в Гент сразу сюда. Манго и мандарин. Вот эта штука будет стоить, грейпфрут и пап будет стоить в магазине, наверное, где-то в районе 4, я так думаю. Здесь, в магазине Москвы. Здесь 2 она стоила. С 18:30? И до каких? До 20 или 33. Решили остановиться, попробовать ребрышки типа шведского стола. Ресторан Амадеус славится своими ребрами. Вот мы зашли, их 2 в Генте. Вино будет стоить 3 евро, ребра будет стоить 17,90. Ну и салат туда придачу. И ты можешь есть сколько угодно, и салата, и ребер. Мы заказали еще по порции. Тут еще входит картошка. Есть тоже можно бесплатно. сколько угодно, а пить нет. А пить нет. Все, пробуем. Конечно, я извиняюсь за кетчуп на бороде, но это уже косяк оператора, который не сказал мне об этом.
Это не важно, это все мелочи. По сравнению с нашей грустью о том, что наше путешествие по Бельгии подошло к концу. Мы влюбились в эту страну, и мое состояние описать словами. Так как бельгийское пиво стало моим любимым пивом. И когда закончится эта пандемия, я обязательно сюда вернусь. И целенаправленно уже поеду по пивоварням. Хочу заехать на монастыри, где варят тропическое пиво. Их, напомню, 5 в Бельгии, 1 в Нидерландах. И есть к чему стремиться, ведь за нашу поездку я попробовал примерно 80 видов пива, а их в Бельгии около 900. Ну что, если тебе понравилось, поддержи меня лайком, подпишись, нажми на колокольчик, чтобы не пропустить мое следующее видео, в котором ты увидишь, а какую страну Евросоюза показать тебе в следующий раз, я еще не решил, так как несмонтированного материала у меня достаточно. Пусть это будет сюрпризом. Ну что, увидимся через неделю. Пока. И кстати, в конце, перед тем, как отдать машину в бельгийском аэропорту, мы заехали в аутлет шоколада. Приехала к шоколадку. Это нельзя представлять. Смотрите, какую шоколадку он захотел съесть. Какую шоколадку съесть? А не ты захотел шоколад? Нет. Нет? Я хотела купить детям, а ты только из-за того, что халявочка будет еще. Водичку А тебе воды возьми, нет, пивка с идёт собой. просто. Пивка возьми, будешь запивать пивком. Нет, очень сложно. Шоколадочка. Бонжур. Бонжур. Иди, покупай. Прям вот здесь возьмем первый и свалим.